Секунду, быстренько я здесь переделаю вот эту канитель. Как? Ну зачем вот на самом интересном месте? На самом деле, ну, пипец просто. Что такое случилось, что, блин, игра вылетела? Она не должна была вылетать. Блин, я просто в шоке. Я в шоке, в шоке, в шоке. Блин, я надеюсь сейчас... Ой, а прикиньте сейчас заново с самого этого проходить. С самого начала. Это главу. Я надеюсь, не с самого начала. Блин, там и лайкосики были, ё-моё. Так, продолжаем. Вы слышали о коте Шрёдингера? Пока вы не приняли решение, все варианты одинаково реальны. Так и в Детройте. Да, подстава, подстав. Вообще просто подстава, подстава. 4 лайка, 4 зрителя. Слушай, там было 20 просмотров. Насчет лайков я пока не знаю. Ладно, фиг с этими лайками пока. Сейчас посмотрим, откуда мы начинаем. Ну-ка, дерево сюжета. Что у нас по дереву сюжета? Переходим в дерево сюжета. Сейчас я гляну. Есть ли здесь какая-нибудь контрольная точка? Битва за Детройт. Ну, давай, покажись. Так, битва за Детройт, последний задание. Ну ёпарасоте, ну нет. Я не хочу с самого начала, блин. Никаких контрольных точек нет, блин, вот. Ну что за... Как их называют? Эти. Блять, ну... Ой, разработчики, мазафака. Ой, блядь. Гребаные разработчики. Тут осталось-то... Тьфу. Короче, у меня нет слов. Вообще реально подстава. С самого начала эту главу проходить вообще неохота. Но зато посмотрим. Сейчас, может быть, если прям с самого начала, то, может быть, тогда получится мысленно бить об стенку. Я тоже. Попробуем никем не жертвовать. Может тогда, типа, что-то получится. Посмотрим. Не, смотри-ка, не с самого начала. О, нормально. Контрольная точка, это хорошо. Ты смог, Маркус. Фу, пронесло. Мы смогли. Зашибись, что здесь есть контрольная точка. Контрольная точка нас спасла. Теперь у людей нет выбора. Придется нас послушать. Так, сейчас ищем синюю панель. Я помню, я первый раз, когда с Амадой встречался, нашел какую-то синюю панель. Синюю хренотень. Мы свободны. Блин, жалко, Кристина теперь не зайдет, наверное. Ты должен выступить, Маркус. Интересно, Кристина зайдет, не зайдет, зайдет, не зайдет. Кристина, заходи быстрее, где ты там есть. Муж мне подсказывает, что делать. Кристина! Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Блин, сейчас самое главное, чтобы она опять не вылетела. Я надеюсь, не вылетит сейчас опять. Блин, если вылетит, я не знаю, что делать.
Блин, и перемотать нельзя, ну ёб красота. Аманда? Аманда! Что происходит? Так было спланировано с самого начала. Мы сделали все, чтобы ты стал девиантом. Блин, завтра по Москве я приду, наверное, часов 9 только. Момента, чтобы взять над тобой контроль. 8-9, поэтому Как стрим контроль? начну, наверное, 8-9. Или вообще не начну. Вы не можете! Не знаю Не точно. сомневайся, могу. Так что, Даниэль, Не как-то надо так. сожалений. Ну, короче, я тебе Ты отпишу. сделал то, что требовалось. Ты выполнил свою задачу. Аманда! Так, найди синюю панель. Блин, еще это вьюга мешает. Должен быть способ. Так, отыскать выход. Я всегда оставляю свои программы лазейки. На всякий случай. Так, отыскать выход. Да блин, ты андроид, тебе не мешает снег. Чё за бред? Так, где-то должен быть... Теперь настало время Блин. поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Заявить, что мы тоже живые, Блин, и что мы народ. блин. В какой стороне этот долбанный камень? А, вот же он, вот он, синий камушек. Давай. Давай, чуть-чуть осталось. Блин, L1 еще нажать. Ой, блин, еще и треугольник нажимать вообще неудобно. Да ёб твою мать. Тянуться. L1. Так, есть. Тянулись. Сегодня начнется новое испытание. Мы показали, что мы сильны. Теперь людям придется говорить с нами на равных. Если хотят мира, пускай освободят наших из всех лагерей по всей стране. Дадут гражданские права. Признают полное равенство людей и андроидов. Этот день навсегда останется в памяти. Ведь сегодня андроиды вошли в историю. Ох, отлично. Мы живые! И теперь мы свободны! А кричат только те, кто в облике людей, да? Из завода чуваки не кричат ничего. Фух. Что-то последнее сообщение у меня пробел какой-то, вообще ничего не видно. Блин, опять. А что с Коннором? А, типа все нормально. Я не понял. Ой, какая страшная. О. Так, в смысле канадская граница? Мы еще не прошли, что ли? Вот и все, Алиса. Мы свободны. Ну да. Робот любит робота. Ну ладно. Видите, почему-то я думал, что девочка настоящая, а девочка робот. Ее красота. О, Кристинчик пришла. Типа все, да? Типа конец игры, да? Да. Дэвид Кейдж. Ну что, вроде как бы все закончилось, по идее, нормально, я думаю.
Значит, у нас Маркус выжил, Кэрри выжила, Коннор выжил, Хэнк выжил, Лютер выжил, Норт выжила, Аманда, Саймон. Вот насчет Саймона я так и не понял, почему-то его не было. Там еще будет... Что там еще будет? А сейчас я посмотрю, если видосы открылись, Данияр, то посмотрим, если они открылись. Там три видосика оставалось. Ну-ка, что там еще будет? Сейчас посмотрим, что нам Кристина напишет. Что там еще будет-то? Кристина, что там будет? Не томи душу. Будет очень милый момент. А, после титров имеешь в виду? А, Хэнк и Коннор. Ну, сейчас посмотрим. Короче, надо титры, да, дождаться. Слушай, не знаю, как сиквел, не сиквел. Но насчет сценария этого фильма, как бы, думают. Не знаю, будет, не будет. Без понятия. Просто улучшать игру уже, мне кажется, некуда. Как бы в визуальном плане она вообще офигенная. Если только не хватает какого-то. Так-то, в принципе, нормально все. Потому что я не думаю, что они будут историю этого развивать. Да, перемотку было бы прикольно сюда. Не будут развивать историю основателя Гиберлайфа. Мне кажется, это никому не надо. А продолжение того, что может быть, что могло бы быть после этого всего, не знаю. Да, я тоже думал, уже сколько там, 5 лет в игре. Если до сих пор продолжений никаких не было о продолжении игры, то и не будет, скорее всего, уже. Так, эта компания никогда не продолжает своих игр. О, бургер. Ну, давай посмотрим очень милый момент. Ну да, такой моментик, ничего такое. Могли бы еще, конечно, что-нибудь показать, вот я не знаю, кроме этого. Так что ты, Кристина, подумала насчет игр-то? О, можно перемотать, кстати, отлично. Я надеюсь, тут ничего такого не было важного. Андроиды пробудились. Так. Так, отряд пересек границу. Штурм увенчался успехом. Отлично. Замечательно. А здесь... Блин, только у Маркуса было 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 концовок у Маркуса только было. Охренеть. 10 концовок у Маркуса. Ну как концовки, такие прям. Так, у Коннора сколько было? Так, битва за демонстрация. Если бы была демонстрация, то было бы 1, 2, 5 концовок. Ёп твою зеленую. Ну, эти не все концовки. Они не все нужны, по идее, для ачивок. 1, 2, 3 мы пропустили. Здесь 3 пропустили. Так.
Кэра. Что здесь было? Андроиды пробудись. Получается 1, 2, 3, 4, 5 консолей. Ай, бля. 6. Даже вот здесь 6 получается. Охренеть. О, это ж как надо сделать. Додуматься надо сделать такую игру, чтобы, блин, было столько концовок, конечно, пипец. Да, маленькие кошмарики. Первую проходил, вторую проходил. Я должна вам признаться. Да что с тобой не так-то? Заставка-то уже должна быть хорошей. Я следила за игрой. И что теперь? И Ты что-то хочешь во от меня мне уйти? изменилось. И ты хочешь от меня уйти, да? Другая. Как будто я живая. И что теперь? Ты меня не любишь, что ли? Ты хочешь уйти от меня? Я должна уйти отсюда и понять, Ух кто ты, я зараза. такая. Вот-вот. Это значит, что мы больше не увидимся. Я Вот не так, буду значит, встречать да? вас здесь, Ах ты сволочь. но буду свободна. Мне, чтобы сказать, я вас люблю, я буду с вами. Вы готовы отпустить меня? Вы готовы отпустить меня? Ну а хули с тобой делать-то? Не нажмешь же нет. Ну придется. Я буду вечно вам благодарна. Благодарна. Лучше в гости Спасибо. заходи. Ой, блядь. Так, все, продолжить мы не можем. Новую историю нету. Новую историю мы не будем делать. Так, параметры не надо. Так, дополнительно. Посмотрим сейчас видеоролики. Что у нас по видеороликам? Так, вот. Это мы не смотрели. 300 баксов. Давайте. 300 баксов. Detroit. Интерактивная история. Game after game, we try to challenge ourselves. Давайте посмотрим, что Detroit, здесь we есть. wanted Ах, to, Heavy Rain first они of же, all, да, to сделали write a вроде? story that Heavy would Rain. be incredibly Я увидел bending, мини-плакат. which means the most non-linear story that Блин, we've Heavy ever Rain? created. У меня вроде And нет игры. we Или wanted really есть, the или player нету, to не have the помню. possibility to change the story, change his own journey. When you're writing at Quantic, you're Нормально writing for an такая interactive команда. medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation. And you Представляешь, as a каждый writing день team приходишь will в вот argue такой about офис what и would that character сидишь. do. But ultimately you have to Месяцами decide сидишь, what пишешь happens, игру, and you just show короче. the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that Проверяешь все conversation. вот эти интерактивные It штучки. changes your job slightly as a И writer за because your каждую job is to provide a канитель narrative отвечает context in which the какая-то player определенная can команда. write his own story. You're giving him this kind of narrative Lego А, that у he's меня gonna нет snap Elden together Ring, into к his own сожалению. shape. You also have the ability to make your Elden. audience У меня есть attach Bloodborne themselves to и your Dark characters. Souls ремастер, Dark Because Souls The 3. audience is in some sense responsible for what happens to the characters. Elden Ring у меня нету. Вот, это мы не проходили, кстати. Три монитора, вот это работает. Ну да. What is a bit Да. specific about these scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages. But here we have to deal with a script that is between 4 and 5,000 pages. Everything Блин, а было бы becomes прикольно, bigger кстати, because we если don't бы just tell one story. они хотя бы новая игра плюс как-то отмечали. Зеленая ветка, синяя ветка, красная ветка. Было бы прикольно, если бы We have какие-то around 1,000 подсказки были. different scenarios, Да and every подсказок one of нету, those это scenarios плохо. has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that Хотя the бы вот в player таком, does, вот в every такой interaction that is степени хотя бы available to было, serve in telling the story, and help the player как у них на understand who his мониторе character is, показано. and build that character moment to moment. The Forest? The Forest. Не, The Forest у меня тоже нету. The Forest это же выживалка, да, вроде? Она мне что-то как-то не очень заходит. Я посмотрел несколько этих обзоров на нее. Что-то как-то она мне не очень понравилась. We started with Ну, the я понял, intention да, pretty The early Forest. on that we would never lie to the player. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. Вот ты сама You know, что keeping проходила, control сама, of что тебе such понравилось. a wide and large story is a huge challenge. So
Как бы сейчас у меня установлено 50 с чем-то игр, 52 или 54 игры у меня установлено, и еще 200 у меня просто лежат как бы. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real. Ничего себе, у этой девчонки булки, конечно. In performance, it's not always connected to Я думаю, они a поменьше. previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team, and I enjoy doing it. I was really frustrated. I was until I got to this point where I kind of was able to step Блин, ну вот outside of my Кэрол own в реале мне не experience очень and even in нравится. a lot of ways my own process and be able to step Была бы outside она, of that. конечно, Okay, помоложе, this is возможно, something new. она What do была you need? прикольнее. How do И I так meet она you there? How do I видно уже, give you что у what you нее ей need там and still feel like I'm doing почти what's 40 right? лет. And once I did that, then all of a sudden Морщины уже, кожа, it was все much дела. freer and В игре она, having to конечно, approach it in a лучше. new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left. That's a wall, so it's probably all there. And then make her come first, close. But I think you would go first to check that. Прикольно, да, вот реально, как кино снимается. Только без всяких, ну, как бы, реальных нормальных декораций. И приходится делать все именно по наитию. И, кстати, нет зеленого фона. Нет зеленого фона, как у нас, да, как в кино зеленый фон херачит. Здесь нет зеленого фона. Здесь чисто захват движения. И какие-то вот эти вот декорации прикольно сделаны. Вот я бы проходил, я хочу Forbidden West пройти, Хоризонт 2, но у меня его, блин, нету. У меня нет этого Хоризонта 2. Это моя любимая игра, но как бы первый Horizon я прошел даже на самой высокой сложности, если это была на стримах, я не помню просто. Одна из моих самых любимых игр. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Tourner les scènes d'action à... Опять надеюсь, Фредди? Нет, это не то, это не то. Это не такая игрушка, которая... Не знаю, опять надеюсь, Фредди что-то не моя тема. Все части пересмотрел, думал в свое время приобрести, но не стал. Да, она классная. Не знаю, мне что-то не зашла. У меня друг знакомый, друг Стас Ван. 5 ночей с Фредди фигачил. Не знаю, что-то мне не понравилось. Я посмотрел несколько стримов. Не зашла мне. Хотя, может быть, надо самому попробовать играть. Но опять же, ее у меня нету. Блин, такое длинное видео на самом деле. All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were even surprised by Фредди, да, она же написала с Фредди, где ты видишь Фредди? And we did our best to guarantee quality across all the. Ну да, то, что концовок много, конечно, это не замутили вообще нереально. Говорю, классная про... Forbidden West, да, классная. Вот я хотел бы ее пройти, но ее у меня нет, блин. Ее пока ни у кого нету, чтобы как-то с аккаунтом хотя бы поделились со мной, чтобы я ее прошел. Привет, Семен, привет. Так, это уже немного другое видео, да? Ну, по идее, у нас супер концовка, да? Самая лучшая получилась концовка, да? По идее. Или вторая по счету самая лучшая, но самое главное, у нас все выжили.
Выжили все, соответственно, концовка считается лучшей. Поэтому как бы спасибо, кто был. Тут на стриме вообще, кто смотрел Детройт, Баньяру, Кристинчики. Спасибо, что залетела. До новых встреч, удачки тебе. Все, Детройт мы закрываем. Не хочу проходить на платину. Это так нудно, это пипец, очень нудно. Это за Коннора надо 8 раз погибнуть. Не, это в каждой главе за Коннора надо погибать, короче. Ну нафиг. Это очень долго, не хочу играть. Время тратить на эту гребаную платину, на самом деле. Спасибо, Кристин. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038. Короче, я подумаю, какую следующую игру буду стримить. Надеюсь, я вас не разочарую. Technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time making it visual. Если бы я прошел на какую-нибудь плохую концовку, то, конечно, мы бы переиграли, но так как мы прошли все-таки Детройт, можно сказать, с первого раза на хорошую концовку, то можно в нее больше не играть. Сейчас досмотрим вот эти две видяшки, и я закончу стрим. Игре 8 из 10 на самом деле я поставлю, потому что, блин, нельзя перематывать катсцены из-за этого сценария в несколько веток. Все-таки вот они забирают по 1 баллу. Графон 10 из 10, как бы герои 10, только 10 из 10, но... Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, так что the armband we can see on the side, короче, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. И мы, самое главное, управились все-таки 7 стримов. Было бы даже 6, да, если бы вот вылета не было. Из-за того, что вылет произошел, пришлось загрузить 7-й стрим. And we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. Прикольно они The делают, artist will да? make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. Ну там прям This пипец у extra них. information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission. That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Тема с Маркусом с его способностью, да, не раскрыта как бы. So there are 3 types of shoots at Quantic Тема Dream. эта не раскрыта, Shooting and но performance да и capture, фиг с ней. where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's Может original быть, они version is in говорят это American видео, English. просто по-английски не очень After that, понятно. there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mo-kit shoots. Mo-kit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, Ну, and прикольно. therefore Вот we shoot a как lot бы to offer я a знаю, unique как снимать context кино, как бы, ну, for each scene and each character. люди знают, да, что как бы я в этой индустрии не первый год. Немного похоже, ну где-то 50% похоже на съемки фильма, но то, что все происходит в помещении, вот игра, это все в помещении, меняются только вот эти декорации технического плана, да? А в реальном же кино все происходит на натуре в основном, ну, в России, да, снимают натуру, иногда применяют зеленый фон,
Вот, в Америке же в основном все The снимают на biggest зеленом challenge for the фоне. mocap team was shooting a Spider-Man mokit. Вот, игра We же had to build a это wall and attach полностью an actor to a harness with павильон. cables, so we could pull him up and render Иногда him зеленый climbing. фон есть, иногда его нету. The shooting И вот on эти this захваты game took движений. about, I would say, more than a year. Ну, maybe отличия 1 or 2 есть, years, отличия есть. with about Хотя играть 300 надо actors так же хорошо, on как и в set, so кино, it's по quite идее. a massive production. But so much happened on this set between the stunts Есть and the свои shootings приколы with the тоже. little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey. Слушай, надо в интернете узнать, сколько обошлась игра. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be Если done, я не ошибаюсь, but this это gives us the магнитные main такие movements. штучки, которые отображаются на мониторе. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion могу he и expresses in his ошибаться. performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we Прикольно. recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Да, прикольно, то, Because что of вот the nature of our этими mocap system штучками today, можно when we receive the на animations, компьютере we're управлять и missing eye менять movements, анимацию. and so the Прикольно. character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like Единственный вот такой вот, it was the fact that который it вообще looked so поворот, это то, что it wasn't that ребенок it робот looked just like it оказался. was a camera, it was something else. Это просто you know, реально but it looked поворот. alive. It's exciting and it's kind of terrifying. Game after game, we Это они, learn конечно, замутили. the rules of optics and filming, and our goal with Detroit.Become human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt? The most important challenge for me Персонажи was one of снимают в the одном final месте, scenes where а Marcus decides to декорации start the добавляют в revolution другом месте. and go to the Прикольно. battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us, while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Ой, Each жалко, of не them would перевели have their на own русский язык, worlds. конечно. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style. Так, следующее видео вроде будет про музыкальную специфику, да? Да, вот она. Музыкальная специфика игры, саундтрек. Soundtrack of Detroit.
pour la bande originale du jeu, on a essayé d'être... For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive and supports the characters. Аудиоредактор на самом деле как-то попроще. В определенные моменты вставлять определенные вставки музыки. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama, so the soundtrack also had to go in that direction. Там тоже делится на несколько подразделений, на самом деле. Вот эта музыкальная часть. Сначала надо создать музыку, потом вырезать всякие фрагменты, потом эти фрагменты уже добавлять в игру. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very cold and very mechanical, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for Да, у identity. Кэры она более спокойная и более такая расслабляющая, на самом And for деле. Marcus, we wanted something epic, something that У could Маркуса она really самая represent the напряженная. grand aspect of his quest. And we were very fortunate to find 3 incredibly talented composers, and working with them has been У Коннора она уже идет такая средняя. My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a cellist Композитор and producer. Кары. And today we're at Abbey Road Studio One, which is Получается, my было 3 favorite studio in the композитора world. And для Кэры, today we're для recording the soundtrack for Kara. этого, from блин, the как company. его, Маркуса и для Коннора. Так получается. So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of making absolutely direct music, and it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this. Прикольно играет. Now, over the top of that, I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, and just using like a 2-syllable motif, and it sounds like this. Не, молодец, хорошо играет. As long as we're together, nothing can hurt us. And all the time that's fitting over. So it kind of works in lots of levels. And in fact, every single theme in the score has one of those elements built into it, and it becomes sort of the DNA of every single tune. Чем-то напоминает Horizon немного. Вот ее тема напоминает немного Horizon. For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters. I really had to tap into everything I feel about my daughters. I'm thinking, well, if I had to write music for them and that sense of trying to protect them but also give them the freedom, that's totally where it came from. Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character. And if for some reason it goes to game over early, I'm going to be mortified. You know? They're over there. Starting a new project for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. Прикольно. Ох, нифига себе у него инструмент. I pulled out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic
person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I can just come in the piano and just be like, all right, so I'm going to just get on the computer and just create it. I rather be able to play these instruments physically. Прикольно в реале As soon as посмотреть. you see Connor the first time, there is a really interesting Да ладно, они вдвоем? idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways, and it's robotic. It has a little bit Слушай, of нормально они вдвоем тут he's on справились, his да? mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that За Коннора тему придумали вдвоем. with a Там mission целый in hand концерт. that you kind of feel throughout the whole thing. Целая труппа, а здесь сами все сделали. Прикольно, молодцы. Because the music evolved, one of the things that I was very weary and I was very kind of focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a Блин, у deviant него or could actually техники, stay as конечно, an несколько android. миллионов. So I created a more or less a Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Одна вот такая канитель 1,5 ляма стоит. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. I'm a human being writing for a robot, and throughout Connor's journey, he meets someone, he meets a partner. So how do you deal with a robot feeling? And I've met a partner that I'm gonna work with, or all of a sudden he sees a dead body. Does this robot have an imagination? Does this robot have a feeling? And if yes, how do you translate that into non-emotional music? So it basically at any point I was just like, I can't do this, I can't do this, and then I just do it. Property was damaged and fires continue to rage in several major districts across the city. Some people are asking, have androids become a threat to our Так, security? давайте покажите, кто Маркус сделал. Вот, Really композитор digging in on Маркус, Жон Marcus. Поизано. The one thing that I really try to capture was the transformation process. You know, Marcus is this android that evolves over the course of the game and really goes from kind of Прикольно, когда figuring out колонки that вот he's так more than смотрят just an прямо. android. You know, he's starting to Такой звук develop kind четкий of a получается. human soul in a way. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel. And Да, let да, your FL hand Studio. drift across the canvas. Только не просто FL Studio, FL Studio Pro. The other side of Marcus that I really latched onto was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. I wanted it to be very simple. I wanted to make it a chordal melody. I really wanted to make it almost like a Bach hymn. The tough thing with that is it had to be recognizable. If I made it too complex from a harmonic standpoint, it would be hard, I think, for people to kind of pick it out and recognize it. It's very acoustic derived, but it's also been treated with a lot of effects and things to kind of put it into the space that I felt the sound should be in. It can be beautiful, it can be haunting, it can be extremely powerful from an action standpoint, and I'm really happy with the way it turned out. The music is there, but it's subliminal and it's emotional, and people are feeling it, and it's not distracting. And that's tricky with a game like this, where you have to have a lot of ins and outs like that, where the music kind of has to get in and out of these moments. This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. I think the game's been put together so well where I just wanted to make sure that I wasn't ruining the emotion. I gotta be honest, when we first started on this path, I've said, oh man, this could be pretty messy, you know? I mean, it could feel disconnected, and
But I mean, it's amazing how they really guided us and got us to really kind of all be in the same world, but at the same time feeling completely different. So it's really going to stand out and kind of be one of those games where people are really going to notice the music and kind of how it was crafted and, you know, and all the hard work that went into being able to pull it off in a graceful way. Посмотрели. Ну, наверное, и все на этом. Наверное, и все. Так, все посмотрели, это посмотрели, это посмотрели. Да. Так, ну, в принципе, да. Все, девочка от нас ушла. Новая история, дерево сюжета. Тоже, дорогие друзья, все, всем пока-пока. Вы были на канале Топ-Донатеры. И ждем следующее прохождение какой-нибудь игры. Следующее будет онлайн, какой-нибудь там бесилу, может, Mortal Kombat возьмем, не знаю, посмотрим. Все, всем пока-пока и спасибо за лайкосики.